Всем привет! Видео про замену штатной печки Nissan Leaf ZE0 на нештатную печку. Самый обычный электрический подогреватель с трубчатым нагревательным элементом. Да, я пытался починить штатную печку, но это оказалось совершенно невозможно. Неисправностей внутри сразу несколько. Во-первых, керамические элементы хоть и прозваниваются как целые, но под нагрузкой пробивают на массу. Во-вторых, вышла из строя микросхема питания. Плюс дискретные элементы обвязки этой схемы. И полностью выгорела пластина коннектора. Она не просто распаялась, выгорела сама медная основа. В общем, неважно, конструктивный просчет это или программируемое старение, печку однозначно в утиль. В качестве замены я выбрал практически первый попавшийся вариант из интернет-магазина. Так как рабочее напряжение электрических нагревателей, которые продают в нашем регионе обычно 220 вольт, мне пришлось взять два таких котла и соединить их последовательно. Внимание! Имейте в виду, что все схемы безопасности, которые стоят на этих печках, нужно обязательно убрать, полностью ликвидировать. Никакие термоэлементы не будут работать на постоянном напряжении. Эти котлы рассчитаны на переменное напряжение, и в системе постоянного тока все элементы безопасности нужно убрать, а всю коммутационную аппаратуру и элементы безопасности поставить специального исполнения, рассчитанное на постоянное напряжение 400 вольт. Это очень важно. Вы не можете использовать контакторы размыкания, не рассчитанные на постоянное напряжение. В моем случае внутри этого котла стоял еще шариковый клапан, который по идее должен заставлять циркулировать воду при отключенном циркуляционном насосе. Клапан я тоже убрал. Коммутацию и безопасность я вынес в отдельный блок, разместил его в старом корпусе штатной печки. В качестве контакторов я использовал штатные контакторы от Nissan Leaf, купленные на авторазборе. В качестве защиты от короткого замыкания я использовал плавкие предохранители. Гидравлическая схема у меня получилась параллельная, но установка получилась довольно громоздкая, и на штатное место она не поместилась. Я разместил спарку из двух котлов внутри переднего бампера. Там много места, и все как-то влезло. Чтобы исключить включение котла без циркуляции охлаждающей жидкости, я подключил питание термостата от коннектора вентилятора. Логика здесь простая. Вентилятор включается только после включения климат-контроля, а климат-контроль автоматически включает циркуляционный насос контура отопителя. Дополнительно на самом котле я установил 70-градусную термопару, которая при достижении котла температуры в 70 градусов разорвет 12-вольтовую цепь питания термостата. Клемму вентилятора можно изловчиться и скинуть одной рукой. Это неудобно, но возможно. Зато не придется разбирать центральную панель. Блок высоковольтных контакторов находится под капотом автомобиля, а термостат внутри автомобиля, поэтому для их соединения придется пройти моторный щит. А вот щуп термостата можно подключить прямо внутри салона. Там рядом проходят патрубки на печку. Вот так выглядят плавки-вставки. Держатели плавки-вставок и термостат. Все это стоит относительно недорого, и в интернет-магазине практически всегда есть. Они могут отличаться от того, что я показал, но суть от этого не меняется. Цель такой схемы подключения была минимизировать органы управления, чтобы не появилось дополнительных тумблеров и дополнительных переключателей, но при этом, чтобы сохранились элементы безопасности. Температуру теплоносителя я поставил 42 градуса. Этого хватает в любой мороз. В такой конфигурации автомобиль отъездил всю зиму. Особых проблем не было. Пользоваться удобно, настройки первоначальные я не менял. В последующем, возможно, попробую поменять гидравлическую схему подключения с параллельной на последовательную. А насколько хватит этих электрокотлов, впоследствии сообщу. Да, я в курсе, что есть жидкостные котлы Webasto, есть сухие фены, и прочие системы, заменяющие штатную печку. Я про это знаю, и что многие электроводы ставят их на свои электромобили, но я решил использовать чисто электрическую систему отопления.